18 век, мы возвращаемся. Когда Путин к власти пришел, тогда исчезла. Боимся. Страшно иногда бывает. Как патриот, как русский, как россиянин, лучше придержать язык. Если каждый будет высказывать свое мнение, это будет какая-то вакханалия. Страшно говорить. Так как Зеленский стал президентом, все пошло не очень хорошо. Куда в России исчезла свобода слова? Можно я не буду это комментировать? Может, вы хотите спросить, когда она исчезла? Когда она исчезла, как считаете? Когда в 2000 году исчезла. Тогда, собственно говоря, когда Путин к власти пришел, тогда исчезла. Вот вы молодая, вы, по сути, родились и выросли при нем. Вот как вам будущее? Как вы планируете жить? Я 2005 года рождения, уже после второго его срока родилась, но я очень надеюсь, что это скоро все закончится, потому что очень хочется выезжать на какие-то соревнования, я профессиональным спортом заниматься хочу. А сейчас нас отрезали вообще от каких-то мировых соревнований, поэтому очень хочется, чтобы это все закончилось. Будущее, если он не помрет, то в России его нету. Куда она делась? Исчезла. Я не знаю ответа. Я не могу сказать. Спасибо. Страшно говорить. Вроде все так и разговаривают, как и было. Почему? Я вот сам не из Москвы, приезжий, а вот у нас разговаривают все как нормально. Все. За политику, за твиты, лайки никого не сажают за высказывания? Не знаю. Я за политику, я за Путина. А вот, Может, поэтому вас и не трогают, и поэтому вы не знаете? может быть. А те, кто против, с ними беда. Ну, Путин для меня нормально. Я считаю, хороший президент. Никуда она не исчезла. Она не исчезала, просто люди стали больше бояться говорить что-то. Но ведь если человек что-то скажет за свое мнение, он может попасть в тюрьму за тот же лайк, за твит. То есть они боятся обоснованно. Ну, просто когда человек говорит свою мысль, он ее должен доказывать, а у нас люди стали слишком слабы, чтобы доказывать свою правоту. И от этого их просто берут и сажают. Хотя человек вполне себе по даже законодательству может добиться того, чтобы как бы свое слово имело вес и закон, но подкреплялось. А вы как думаете? Не знаю. Как-то, если что-то начнется, то все пойдут вместе как-то. Нечего тут бояться, я так думаю. Режим такой, дорогая моя. А вернется ли она когда-нибудь вновь? Только если власть поменяется, то вернется. И придут нормальные люди. Честно, не знаю даже, как вам ответить на этот вопрос. Года с 19-го это происходит. Вот учитывая все, что сейчас происходит. Честно говоря, не особо хочу об этом говорить. Куда и почему в России исчезла свобода слова? Куда? Она просто исчезла, к сожалению. Почему? Потому что такое направление развития нашей страны в данный момент, к сожалению. Я об этом очень сожалею. А что нам делать простым людям, которые хотят жить свободно в нормальной, цивилизованной, демократической, европейской стране, например? Вот что нам всем делать? Стараться все равно следовать своим принципам и отстаивать их. Путем просвещения какого-то? В том числе путем просвещения и путем... я думаю, что нельзя молчать. Мне кажется, она здесь, но просто очень глубоко скрыта. Ее надо обязательно откопать. А как нам ее откопать? Вам? Вам виднее. Мы вот копаем. Мы тоже пытаемся. Ну все, вперед. Удачи. Что делать? Что делать? Копать. Да. Ой, в этом мы не разбираемся. Да, мы не разбираемся, мы не знаем. Как же будущее за вами? Вам здесь жить, ребят. Пока что нас все устраивает. Вот, живем хорошо. Поэтому не знаем. Да, не жалуемся. Все отлично. Она никуда не исчезала. То есть вы считаете, все можно говорить, что думаешь? Знаете, сейчас военная ситуация. Лучше, как патриот, как русский, как россиянин, лучше придержать язык. Я так думаю. Чтобы что? Вот ты придержал язык, чтобы что? Чтобы сохранить себе свободу? Чтобы врагу не дать повода для радости. Остальное все решится после победы. Куда в России исчезла свобода слова?
Я не знаю, по-моему, она всегда была. Как вы считаете, вы сами можете сказать все, что хотите, и уверены, что вам за это ничего не грозит? Сказать можно все, что угодно, но надо просто думать, что говорить и стоит ли вообще все говорить. Такого, допустим, политического любого вопроса, вот человек против что-то говорит и вот за это статью получает. Тоже надо думать, что говоришь, или все-таки высказывать свое мнение? Надо просто случай каждый индивидуально рассматривать. Как вы считаете, куда в России исчезла свобода слова? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не могу на него ответить. Ее не было со времен Горбачева. Но я думаю, это из-за того, что Путин, надеюсь, можно такое говорить, просто хочет себе побольше денег. Вот, и поэтому свобода слова сейчас, большинство штрафов появилось из-за свободы слова. Те же самые санкции, там, можно сказать, свобода слова вообще не действует. Знаете, Россия превращается в царство опять. Грубо говоря, в 18 век мы возвращаемся. Это никому не нужно из 21-го. То есть везде процветают технологии, везде процветает мир. А у нас, 10,5 тысяч санкций, это ненормально уже. Вот. И я как-то, против того, что свободы слова в принципе нету. Свобода слова может быть только насчет денег. Коррупция. Просто, мне кажется, власть должна сменяться, и все. И тогда уже проблемы будут решаться сами собой. Ну, вообще, если бы не сейчасшняя ситуация, возможно, было бы все нормально, и мы все нормально дружили, было бы все хорошо. Но так как Зеленский стал президентом, все пошло не очень хорошо. И поэтому все исчезло. Началась война, а слово находится где-то далеко. Если будет все хорошо, то мы его найдем. Это человек сам выбирает, она у каждого своя. У нас не исчезла свобода слова. Пожалуйста, говорите. В рамках закона. А как вы считаете, вот людей по политическим мотивам за политические высказывания против сажают, правильно это или нет? Вы сами понимаете, что это неправильно. Не, если это против Российской Федерации, я считаю, что правильно. Против Российской Федерации нужно делить на две части. Страна и государство. Это абсолютно разные вещи. Быть против страны или быть против государства и власти. Да? Вот если человек любит свою страну, хочет ей лучшего, но выступает против власти, и вот за это его сажают. Вот. Это Россия. Да не, я думаю, чтобы высказывать что-то против государства, должен быть кем-то, чтобы тебя услышали и приняли это нормальную информацию, а не так, как это делают обычные люди. А она когда-то была? Не знаю, не следил. Нужна ли вообще российским гражданам, российскому народу свобода, если ее в целом как таковой никогда и не было? Философский вопрос. Я не готов на него отвечать. Вот вы уличные музыканты, наверное, как никто знаете про свободу и про свободу слова. Вот как считаете, куда она в России исчезла? Туда же, куда исчез Инстаграм с Фейсбуком. Я думаю, она, в принципе, не существовала, как правило. Да, ее никогда не было. Да, какие-то кружки вот всегда вот в Советском Союзе были. Все это было как-то под запретом и нам в массы не выводилось. Свобода слова как такового нигде не существует, наверное, я считаю. В любом случае, человек ограничен в том, что он говорит. Считаете ли, что она должна быть? Или считаете, что так и должна быть? Конечно, должна быть. Но это утопический рассказ получится какой-то, но, конечно, хотелось бы, чтобы ее было побольше. Вот. Ну, по идее, если каждый будет высказывать свое мнение, это будет какая-то вакханалия, потому что не все мнение подкреплено фактами, какое-то аргументированное, поэтому, с другой стороны, есть и плюсы. Я слишком молод, чтобы ответить на этот вопрос. Я готов ответить. Свобода слова исчезла. А можно говорить на острые политические темы у вас? Можно. Только смотри аккуратненько, чтобы тебе под статью не попасть. Свобода, если сказать, то совсем аккуратно, то, наверное, многие люди просто боятся, но это достаточно логично. Вот. Все, наверное, она осталась. Просто она осталась где-то, возможно, дома, в кругу друзей, и вот не выходит на показ. Развешать свобода, если можно только дома на кухне что-то обсуждать. Свободу как бы никто не лишал, она есть. Просто вопрос в том, что будет, если выражать, если попробовать, грубо говоря, воспользоваться своей свободой. Если вот так сказать. Вот. А вот боимся. Страшно иногда бывает. А так, она же осталась, люди же ходят на улицу, разговаривают на темы острые. Планируете уезжать или вообще как вот будущее планируете? Нет, не планирую уезжать.
Нет, переезжать не планирую. В любом случае, семья, родные, родина. едет, да? Ну, в отпуск только если в отпуск. Нет, а так в отпуск. Нет, я думаю, что останусь. Возможно, если будет момент, то я, возможно, уеду, но не навсегда. Я люблю Россию, люблю свой дом. И чтобы не происходило, я не уеду. На ППЖ? Да. Никуда не исчезала. Есть она? Она есть, я думаю. А как же вот высказывания в интернете, лайки, ретвиты, репосты, свое мнение против, для народа тюрьма? есть свобода слова. Просто власти, ограничивают нас. Вот и все. А так свобода слова всегда была и есть. Так, а если все-таки власти ограничивают эту нашу свободу слова, может, она не совсем есть? Для них ее нет, для властей, а для нас есть, я думаю. Хороший вопрос, но не знаю, это, наверное, индивидуальный вопрос больше. В моем случае свобода слова никуда не делась, зависит от того, где ты ее применяешь, наверное, больше. Свою позицию я высказываю, наверное, больше с друзьями, но вот одиночные пикеты и все остальное, честно, не мое, потому что я прекрасно понимаю, что ни к чему это в основном не приведет. Если бы это привело, наверное, было бы немного другое отношение. Но когда ты видишь, чем это все заканчивается, смысла в этом нет. А так, свобода слова, она и как бы есть, и ее как бы нет. Понятия не имею, если честно. А вернется ли она когда-нибудь? Я думаю, да. Когда-нибудь все-таки придет к нам счастье. Скорей бы. Да. Не знаю. Найдем ли мы ее? Не знаю. Я не пророк. Куда делась свобода слова в России? Мне кажется, она еще делась очень далеко. Ушла от нас еще в 2012 году, после начала нового срока нашего великого президента. Я родился в России, прежде всего, не в Советском Союзе. У меня уже совсем другие ценности, чем у моих родителей или у моих бабушек, дедушек. И если мое поколение действительно будут ценить те ценности, которые мы приобрели, и не отвергнуть их, то, думаю, мы что-нибудь сможем с этим сделать. Путиным пропало. С Путиным, да. Путин лишил возможности слова. То есть наше слово сейчас, скажем так, вообще не воспринимается серьезно. Да. Ни митинги, ничего не значит. Допустим, если ты проголосуешь за кого-то другого, будет больше голосов, все равно выиграет Путин. Потому что, скажем так, нас лишили права голоса. Что же вам делать? Вот вы молодые, красивые, у вас вся жизнь впереди, и вот как вам здесь дальше жить? Я даже не знаю о том, чтобы жить тут дальше. Уезжать планируете? Да, скорее всего. Потому что здесь, скажем так, без права голоса очень сложно жить. А вы как думаете? Я не хочу отвечать на этот вопрос. А вы? Свобода слова, как говорил Сергей Разумовский, это неотъемлемое право человека. Вас его лишили, девчоночки милые. Что? Лишили вас, милые. Конечно. И, по сути, жизнь без свободы слова невозможна. Так что, возможно, либо нужно что-то менять, либо смириться и жить. Смотря какая свобода слова. Свобода слова сегодня разная. У каждого своя, да? С разным допуском к этой свободе слова. Что конкретно вы имеете в виду под свободой слова? Свобода слова, например, высказывания. Вы знаете, что сажают за лайки, репосты, ретвиты, плакаты и какие-то фразы в интернете, которые выступают против чего-либо. Вот в этом разве это не отсутствие свободы слова, запрещать людям говорить, мыслить и думать? Смотрите, в чем дело. Если такая свобода слова вредит государству, государственному устройству, да, потенциально вредит, то, возможно, это правильный путь, даже если мы, как-то какие-то репрессии, да, репрессивно относимся к нашему гражданскому обществу со стороны, да, силовых структур, со стороны государства. Возможно, это оправдано, да, в концепции, скажем так, военных условий. Начиная с 2014 года шел геноцид русского народа на Донбассе, ущемление русского языка, и поэтому 7 апреля 2014 года Донбасс отделился как автономная область, независимая. Эти люди, они не хотели говорить на украинском языке, как их заставляли,
их все время ущемляли и так далее, и так далее. Поэтому они отделились. И уже впоследствии, когда начался откровенный жестокий геноцид, там бомбежка, откровенная бомбежка Донецка, Донбасса, уже, соответственно, вмешалась Россия, чтобы просто защитить своих граждан. Все-таки к вопросу. Вот вы сказали, что некоторые виды репрессий оправданы. То есть вы считаете, что в принципе репрессия против человека, она, возможно, имеет место быть? Да, я объясню. Если речь идет о государстве в целом, да, государстве, о будущем, да, нации, то репрессии могут быть оправданы. Вот. А вам не кажется, что будущее нации, вообще страны в целом, и само государство — это абсолютно разные вещи. И сегодня государство одно, завтра государственный строй другой. Сегодня один президент, завтра другой. Ну, в теории, конечно, не так, как у нас. Значит, в чем дело? Есть геополитический курс, геополитический путь, которому следует Россия. Мы не можем его взять и изменить, просто потому что, например, мы энергетическое государство. У нас есть газ, у нас есть нефть. Вот мы придерживаемся вот такого вот курса. Вы считаете, правильный ли это курс? На сегодняшний день это единственный курс. Он единственный, но вопрос в том, правильный ли он. Правильно ли только зависеть от своих ресурсов или создавать новые предприятия, новые технологии и построить свои здесь заводы, BMW и так далее? Конечно. Сделать что-то, призвать сюда науку в страну, сделать нормальную страну, богатую, развитую, без всякой нефти и ресурсов. Нет? Да, конечно, у каждого государства есть какие-то свои плюсы, свои минусы. Тот путь, которому государство следует и развивается. Вот у нас Путин, он энергетический, и сегодня его другого быть не может. Но, как вы сказали, действительно, сегодня есть такой минус, да, скажем так, в нашем курсе. То, что у нас нету каких-то своих производств, мало, скажем так, экспорта. Это действительно минус, но я надеюсь, что руководство страны после того, как жареный петух сейчас нас клюнул, будет развиваться, будет предпринимать какие-то шаги. Вам не кажется, если руководство страны вот 20 лет не предпринимает никаких шагов, то оно и не будет их предпринимать в дальнейшем? Что мешало все 20 лет этим заниматься? Наверное, есть какие-то, скажем так, вводные, которых нет у нас с вами. То есть, я скажу так, что каждый человек дома, сидя на диване, считает, что элементарно, да, взять там, сделать вот это, построить вот это, выделить пенсии. Это очень просто так говорить, но у вас нету той финансовой модели, которая есть в Кремле.